Друзья, очередной взрыв на торговом флоте. В этот раз был взрыв на Балкере, который выходил из бесславно известного порта Балтимор. Да, этот самый порт, из которого когда-то выходил контейнеровоз Дали и столкнулся с Фрэнсис Скотт Кей Бридж. В этот раз выходил с этого порта Балкер, уже а не контейнеровоз. Держал он курс на порт Маврикий, который находится в Индийском океане, и в какой-то момент на его борту произошел взрыв. Сейчас мы с вами проанализируем АИС трекинг с сайта Marine Traffic. Я вам покажу видео чуть-чуть попозже, буквально через 3 минуты, самого взрыва, который мне удалось получить из интернета. И мы с вами подумаем, что могло стать причиной этого происшествия. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Давайте будем начинать. Поехали! Как вы видите, у меня немножко поменялся интерьер, и я даже не смогу смонтировать это видео в тот день, когда я его снимаю. Сегодня 19 августа, а само событие произошло 18. Я не у себя дома, то есть у меня нет доступа к моему ноутбуку, монтаж будет завтра, и видео вы увидите 20. Может, на тот момент, когда я буду его монтировать, я что-то добавлю с субтитрами. Тем не менее, само событие произошло 18 августа 2025 года, примерно 18:30 по местному времени. Это время восточного побережья США. Для нас как раз важно местное время, нам не нужно время UTC, но тем не менее на сайте Marine Traffic вы увидите время UTC. Загрузился углем в порту Балтимора на угольном терминале и уже был готов выйти из порта. В принципе, он это и сделал, отшвартовался, все было хорошо. Ему ассистировали несколько буксиров, в том числе буксиры фирмы Макалистер. Макалистер — это очень большая фирма, большой овнер многих буксиров, которые находятся с обоих побережий США. И там они есть. Также фирма Маран, владеющая буксирами, тоже очень большая компания. Мы постоянно с ними работаем. Отшвартовался, шел по каналу, подошел к этому самому мосту. Даже вот сейчас уже на Marine Traffic, на Google Maps видно, что моста нет. Его, естественно, там все вокруг расчистили. Все обломки поубирали после того, как Дали с ним столкнулся. Кстати, кто не видел видео про Дали, про разбор той аварии, про предварительное расследование, про сам контейнеровоз уже более-менее в наше время. Последнее видео, по-моему, делал 4 месяца назад. Вот, пройдите по ссылке у меня над головой, посмотрите. Прошел Фрэнсис Скотт Кей Бридж, и через примерно 1 милю на его борту в 18:30 по местному времени произошел неожиданно взрыв. Взрыв произошел в первом трюме. Сам же Балкер, на борту которого произошло это происшествие, называется W Sapphire, W Sapphire, если говорить на правильном английском языке, который имеет длину 229 метров, насколько мне не изменяет память. И работает он под флагом Либерии. У него чистый овнер, у него есть чистая страховая компания, то есть это не какой-то теневой Балкер, и теневой флот не заходит в США, тем более в такие порты, как Балтимор. Из портов США Балтимор имеет самый, кстати, большой объем погрузки, перевозки и выгрузки, соответственно, автомобилей. Не только автомобили, но колесно-гусеничной техники, так скажем. Там очень большой автомобильный терминал, но к сегодняшнему нашему делу это не относится. У нас сегодня действующее лицо — это Балкер. Там есть тоже немаленький, скажем так, CXT терминал, на который приходит Балкера именно для того, чтобы загрузиться углем и потом его вывозить, перевозить в какие-то другие страны. Выходил он из Балтимора и держал курс на Маврикий, который находится в Индийском океане. На борту в момент происшествия было 23 члена экипажа. Вот, посмотрите момент самого взрыва. То есть мы видим, Балкер идет, все нормально, и в какой-то момент в трюме номер 1 происходит взрыв. Слава богу, никто из 23 членов экипажа не пострадал, не сообщается ни о каком разливе топлива, но есть сведения о том, что, естественно, после такого взрыва какие-то обломки, какие-то элементы судна попали в окружающую среду.
После того, как произошел этот взрыв, вот посмотрите, на Марин-трафике даже это видно, примерно 18:35, 18:45 были развернуты пожарные катера, а также были направлены дополнительные службы для оказания первой помощи. То есть пожарные катера для тушения пожара, так как взрыв, естественно, Fire Department местный, то есть пожарная служба направила свои силы, Coast Guard отправил свои катера для оказания какой-то помощи, может быть, ну, возможно, попадание, если попал человек за борт, для его спасения. Дополнительные буксиры были направлены на место аварии, так как судно, возможно, потеряет управление, возможно, его понесет на какой-то берег, и для того, чтобы этого избежать, были направлены также туда и буксиры. Вообще, довольно странно, смотрите, прошел почти 1,5 года с момента аварии контейнеровоза Дали. Это, я напомню, авария произошла тогда в марте 2024 года, и до сегодняшнего момента, до августа 2025 года, в порту Балтимор нет полноценно действующей VTS. То есть VTS — это Vessel Traffic Service. Это та служба, диспетчерская, грубо говоря, служба, которая призвана, и основной ее сферой деятельности является контроль перемещения, подход, отход, шифтинг судов внутри акватории порта. То есть у порта Балтимор, именно у этого порта, который объединяет в себе несколько терминалов, на сегодняшний момент, спустя почти года после того, как произошло обрушение стратегически важного, мне кажется, моста Фрэнсис Скотт Кей-Бридж после столкновения, после того, как с ним столкнулся контейнеровоз Дали, и погибло в том числе 6 рабочих, которые трудились во время столкновения на этом мосту. До сих пор, на сегодняшний день, в порту нет полноценно действующей VTS. Там есть, естественно, какая-то диспетчерская служба, которая мониторит передвижение судов, которая мониторит передвижение лоцманов на борту этих судов, но полноценно действующий VTS до сих пор нет. Мне кажется, что это довольно странно, что нужно предпринимать какие-то меры спустя такой продолжительный период времени. На данный момент Coast Guard, то есть береговая охрана США, а также власти штата установили 460-метровую зону от того места, где сейчас находится судно. Естественно, уже на борту был Coast Guard, они проводят какое-то расследование. Естественно, на борт высадилась так называемая местная служба NTSB, это National Transport Safety Board, ну, скажем так, служба, которая контролирует происшествия, и не только происшествия, которая контролирует весь транспорт, не только морской, а также воздушный. То есть, если что-то происходит на борту судна, на борту самолета, эта комиссия немедленно приезжает и проводит какое-то предварительное расследование. Они также участвовали и в расследовании контейнеровоза Дали, и в расследовании того самого, помните, чудо на Гудзоне, которое произошло, когда самолет посадили на воду в реке в Гудзон, они там принимали участие. В общем, они тоже были на борту, Coast Guard был на борту. Я уверен, что представитель Овнера уже направляется, если еще не на борту судна. Страховая компания, естественно, там будет, но вот такие вот дела. Сейчас судно стоит на якоре в Чесапикском заливе. Давайте подумаем, что могло привести к этой аварии. Ну, во-первых, это балкер. Я не балкерист, но знаю, что если они загрузились углем, они именно перевозили уголь, то есть груз, возможно, частично, возможно, полностью составлял уголь. Кто не знает, балкера могут грузить по один трюм, там, допустим, уголь, в другой там трюм руду и так далее. Вот, но в первом трюме был уголь, они им загрузились в Балтиморе. А как показывает статистика, взята из открытых источников, наиболее частые происшествия на балкерах, когда они грузятся насыпным грузом, происходят именно с углем. Я думаю, что многие из вас не знают, но уголь является опасным грузом. Он попадает под одну из категорий опасного груза. То есть его нужно грузить, соответственно, с процедурами, трюма нужно вентилировать, за ними нужно следить, постоянно проверять температуру как во время погрузки, так и во время следования судна, когда оно идет из порта в порт, из точки А в точку Б, так и во время выгрузки. Ребята-балкеристы, которые работают на балкерах, возможно, меня поправят, но насколько мне известно, что уголь выделяет газ метан. И если неправильно вентилировать трюм, то этот газ может взорваться. Я думаю, что одним из сценариев вот этого взрыва как раз был взрыв метана вследствие выделения. Возможно, была некачественная вентиляция. Возможно, взорвалось что-то другое. Но, честно говоря, взрываться именно вот таким вот способом, таким вот взрывом
таким выделением тепла и пламени там больше нечему. Там есть топливные танки, но топливные танки так не взрываются. На баке есть какие-то кладовки, где хранятся какие-то элементы, какие-то материалы, какие-то механизмы там стоят судовые, есть судовые электрические щиты, но они так не взрываются. Так что, мне кажется, предварительно, я еще раз повторю, возможно, когда я буду монтировать, я титром врежу, если есть какая-то новая информация. Но на сегодняшний день, на 19 августа 2025 года, вот прошло буквально несколько часов, буквально 6 часов прошло на момент записи этого видео после взрыва. Но на данный момент, мне кажется, что взорвался именно метан, который выделялся из угля. Дальше будем смотреть, будем наблюдать. Возможно, я включу какой-то отчет по этой аварии в свои следующие видео. Вам спасибо за внимание. С вами был капитан Максим. Вы были на канале Максмастер. Это был не такой специальный выпуск, да, неожиданный из серии «Морские аварии и происшествия». Вопросы, мысли, поделитесь своим мнением под этим роликом, а я на связи.